Всем привет! С вами канал Трипология звука. И сегодня на обзоре у нас Casio CZ101. Вернее, это будет даже не обзор, а глава эта будет посвящена вот этим книжкам. И основная задача этого видео — это разобраться в том, как вбивать пресеты в Casio, и заодно послушаем заводские пресеты. Для тех, кто был у меня на стриме, вы знаете, что мы все это уже делали. Но ввиду технических там причин было очень плохое качество, и поэтому я решил кратко повторить все, о чем мы говорили, и продемонстрировать все это заново. Перед нами Casio CZ101, это ответ Casio на серию DX от Yamaha. Метод синтеза, который они применили в данном приборе, называется Phase Distortion. По факту это аналог FM синтеза. Такой забавный прибор, он очень был бюджетным, достаточно доступным, и по функциям он достаточно неплох. Поэтому этот прибор был очень популярным, но здесь есть множество оговорок, про которые мы с вами побеседуем. Первая оговорка: чтобы сэкономить и сделать подешевле этот прибор, здесь применены некоторые конструкторские решения, которые можно называть спорными, да? Но они понятны с точки зрения менеджмента. То есть здесь старались упростить конструкцию. Здесь очень странное устройство клавиатуры. Далее здесь сэкономили на памяти. У нас есть всего лишь 16 пресетов заводских, 16 внутренних встроенных. И ввиду того, что это не такое большое количество, да, в Casio сделали такую штуку, как возможность установки дополнительного картриджа. И картридж, соответственно, вам нужно было докупить отдельно. Насколько я понимаю, этих картриджей можно было покупать любое количество, но вряд ли они были там слишком дешевыми. Картридж вам дает возможность сохранить еще 16 патчей. Ввиду этих причин, соответственно, в самом приборе хранится не так много пресетов, и сохранить вы их можете тоже не так много. В комплекте с этим синтезатором мне попала книжечка вот Sound Data Book, которая является собой по факту графическое представление других распространенных интересных пресетов. То есть здесь есть графическая визуализация настроек, которые нужно вбить, чтобы получить тот или иной звук. Но и даже есть специальные графы, где можно отметить, что данный пресет сохранен, например, на картридже под каким-то определенным номером. То есть книжка выглядит вот так, Sound Data Book, и в ней представлены, соответственно, другие всякие пресеты. Также для того, чтобы пользователям, которые пришли из аналогового синтеза или совершенно еще ничего не понимают в синтезаторах, здесь в комплекте тоже была такая книжка Sound Synthesis Handbook. По факту это мануал такой краткий по синтезированию звуков. Здесь краткое вводное про огибающие, про типы волны, про построение синтезатора. И здесь вот можем наблюдать достаточно интересный момент, достаточно непонятный мне момент, но понятный с точки зрения маркетинга. То есть Casio взяли и переназвали все блоки по-своему. То есть слева представлена блок-схема аналогового синтезатора, да, то есть VCO, VCF, VCA. То есть известный нам, собственно, вольт-контролируемый осциллятор, вольт-контролируемый фильтр и вольт-контролируемый усилитель. Да. У себя они назвали эти блоки совершенно иначе, то есть DCO, Digital Control Oscillator, да, то есть контролируемым цифровым способом осциллятор, да, DCW, то есть вообще не понимаю, какая аналогия с VCF, то есть Control Filter, окей, а что такое DCV, ну, как бы особо непонятно, да. И DCA, ну, DCA по аналогии с VCA, то есть Digital Control Amplifier. Тут же они на блок-схеме указали, что преимущество их синтезатора, то есть в отличие от того, что есть один LFO и одна огибающая в классическом аналоговом синтезаторе, да, то здесь огибающая, которая здесь называется DEG, тут их 3, и каждая на свой блок отдельная, да. Ну и цифровой LFO, соответственно. И еще, плюс к этому всему, в Casio таких блоков 2. То есть, в принципе, достаточно неплохой ход. Здесь нарисована блок-схема синтезатора. Здесь мы можем видеть два идентичных блока, у которых общая вибрато. И эти два идентичных блока с помощью блока Detune, собственно, Phase Distortion, да, он смешивает эти сигналы в той или иной пропорции. Это мы сможем еще увидеть в этой части. Все. В принципе, лицевая панель, она достаточно наглядная, и все по ней понятно.
перед тем, как мы перейдем к вбиванию пресета из вот этой замечательной книжки, давайте послушаем заводские патчи и патчи, которые расположены были на картридже, который шел в комплекте. Соответственно, патчи, которые мы можем найти на картридже, эти патчи вбивал человек, который был предыдущим владельцем этого прибора. Они тоже достаточно интересны, и мы на стриме почувствовали огромную разницу между заводскими пресетами, которые скучные достаточно, и пресетами уже, которые накрутил человек, которые действительно раскрывают возможности прибора. Также на стриме у нас возник вопрос по внутренним патчам, вернее, у меня возник вопрос, потому что я разбирал этот прибор, чтобы найти батарейку. И батарейку я не нашел. Вот. И у меня был вопрос, а как тогда сохраняются внутренние пресеты, потому что обычная практика в то время, что пресеты хранятся в RAM памяти, соответственно, которая поддерживается обычно батарейкой. В DX, например, и в Роландах, и в Ямахах так, собственно, и сделано. Тут же батарейки нет, то есть у меня возникал вопрос, как сохраняются пресеты. На стриме мы сохранили один пресет в внутреннюю память, и все как бы работало. Я выключал прибор, и все работало. Каково же мое было удивление, когда я узнал, что внутренние пресеты хранятся только при наличии вставленных батареек в этот прибор. То есть сзади в этом приборе есть возможность установить обычные батарейки, и именно эти батарейки поддерживают эту память. Это глупое решение, потому что батарейки могут сесть, мы можем их вытащить, например, чтобы они там не окислились и еще что-то, и тогда у нас все патчи слетают. Вот. А на стриме у меня все работало, потому что, оказывается, когда я выключаю кнопку питания, но кабель питания включен, то есть воткнут, то на схему идет питание, и, соответственно, в RAM памяти пресет еще находится в сохраненном состоянии. После того, как прибор полежал, теперь здесь находится шум. Так, перейдем к заводским пресетам и внешнему виду. Чем удобен Casio? Я уже не раз говорил. Тем, что здесь вынесли включение настроек модулей на отдельные кнопки. В Yamaha такого, в DX100, например, которая у меня была, нет. Там нужно было заходить через меню и каждую настройку выбирать через меню и ее редактировать с помощью ползункового регулятора. Здесь же это выполнено намного удобнее, то есть здесь каждая огибающая на отдельной кнопке, каждая настройка на отдельной кнопке. Единственный минус, про который я упоминал на стриме, то, что чтобы вбить какое-то цифровое значение, нужны только вот эти две кнопки. И это плохо, потому что диапазон настроек там от 99 до 0, например, и ты нажимаешь очень часто эти кнопки, или нужно зажать и ждать, пока она переберет там все свои значения, это очень неудобно. Если бы здесь был какой-то слайдер или энкодер, было бы намного удобнее. Это минус. Так, в левой части мы можем видеть, соответственно, панель по выбору пресетов. Здесь есть кнопка пресет, internal и cartridge, соответственно, это источники. Пресет это заводские, internal это ваши пользовательские, cartridge это включает модуль картриджа, соответственно. Есть 8 кнопок, это, соответственно, 8 пресетов, и есть кнопка Select, которая переключает на банк B, и снова 8 кнопок. То есть у нас всего 16 есть пресетов в каждом из блоков. То есть 16 заводских, 16 встроенных и 16 на картридже. То есть кнопка Select переключает банки А и Б. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот здесь синеньким цветом это видно. То есть логически соединено. В принципе, это все, что нам нужно знать на текущий момент. Давайте послушаем заводские пресеты. Так, начнем мы с Brass Ensemble. Я сейчас запишу некоторый луп в Ableton по MIDI, чтобы мы послушали все пресеты на какой-то похожей мелодии. Теперь у нас есть два клипа, один с короткой мелодией, второй с некоторыми долгими звуками, и мы можем послушать, сделать чуть-чуть побыстрее темп, 132. И давайте послушаем. Так, первый пресет. Brass. Ну, вы, в принципе, слышали, да?
Накинем ревера. На долгих он звучит вот так. Достаточно неплохо. Второй трампет. Да, мы очень с этого звука улыбались. Повторюсь, то есть заводские пресеты почему-то пытаются показать, что на Casio можно эмулировать звук, то есть акустических каких-то инструментов. Это худшее, наверное, что можно было сделать. То есть на инновационном синтезаторе, который новый, который предлагает якобы новый синтез, то есть пытаться эмулировать акустические инструменты. То есть вся мощь этого синтезатора именно в синтезе, в синтезированном звуке. Так, давайте послушаем. Понятно. Так, третий виолин, виолончель. Так, четвертый струнный ансамбль. Возьмем большими. Тут уже слышны интересные тембра. Это уже достаточно неплохой звук. Струнные здесь хороши. Так, пресет, который они назвали Electric Piano, но на самом деле он похож на вибрафон. Эхо, я напоминаю, это Yamaha SPX 50D. То есть я немножко украшаю звук. Так, следующий звук электроорган. На стриме, кстати, он звучал хуже. А вот здесь угадываются такие прям нотки. Так, пресет номер 7, флейта. Звучит очень не очень. Пресет номер 8, синтезированный бас. Послушаем его на коротких. Звучит хорошо. Давайте накинем на него Tape Delay Echo.
Вот те звуки, за которые уважают Casio. Синтезированные звуки на нем звучат хорошо. Переключаемся на банк номер 2. Для этого мы жмем кнопочку Select, и у нас становится активным второй ряд с, получается, 9 по 16. Так, слушаем. Пресет номер 9 называется Brass Ensemble. Понятно. Следующий пресет называется Vibraphone. Хороший пресет, номер 10. Очень люблю такие звуки в паре с Tape Delay Echo. Так, следующий пресет. Пресет называется Crispy Xylophone. Слушаем. Очень, кстати, современный звук. Так, далее. Синтезированные струнные. Думаю, должно быть что-то интересное. Очень хорошие струнные в Casio. Слушаем дальше. Fairy Tale. Глухой звук, но очень приятный. Так, аккордеон. В принципе, понятно. Whistle. Интересный момент по поводу питчбенда. Там слышно ступеньки, когда... Так, и последний пресет заводской, называется перкуссия. Только что мы с вами послушали заводские пресеты. Не скажу, что они выдающиеся. Сейчас мы перейдем к тяжелой артиллерии, переключаемся на картридж и слушаем то, что какой-то человек когда-то давно сохранил, забил с вот таких книжечек, либо самостоятельно. Слушаем тот же самый ритм, те же самые мотивы на пресетах, которые вбиты, соответственно, на картридж. Очень долгий и огибающий, очень плотно звучит. Так, пресет номер 2. Название я не буду читать, они там на бумажечке кем-то были написаны. То есть это какие-то пресеты либо с книжки, либо накрученные руками.
далее. 14 пресет с картриджа. Извините, я начал с банка Б, случайно забыл кнопку, то есть мы в обратном порядке их смотрим. Так. Вот на этом пресете мы очень долго залипали на стриме. Пресеты очень сильно разнятся по громкости, поэтому я изредка подстраиваю. Так, далее. Залипательный пресет, очень долгий звук, очень приятный. Так, дальше. Так, переключаемся на банк А. Еще один классический звук FM синтеза. Так, следующий пресет. Классический звук, чем-то очень веет 90-ми. Так, и последний пресет в банке А.
Только что мы послушали с вами заводские пресеты и пресеты, которые были сохранены на картридже. Уже можно сложить некоторое представление о возможностях этого прибора, но сейчас мы пройдемся по передней панели более подробно. Посмотрим, какие есть возможности вообще настройки и что нам доступно и почему это удобно. Итак, рассматриваем переднюю панель Casio. Что у нас есть и почему это удобно. По центру расположен экран, на котором мы можем видеть меню и подменю, соответственно, и текущий режим работы. Слева колесо питчбенда работает достаточно хорошо. В левом нижнем углу громкость выполнена в виде слайдера. Casio CZ101 это компактная версия. Были версии полноразмерные, но вот компактный форм-фактор мне очень нравится. Данный форм-фактор актуален до сих пор, потому что сейчас есть прям некоторая мода на вот маленькие устройства. И в этом плане вот Casio CZ101, DX100 это прям приборы, которые идеально вписываются в такой сетап. Единственное, что мне не нравится, это клавиатура. Клавиатура, что на DX100, что здесь, она маленькая, то есть на ней немножко неудобно играть. Ну и ввиду ее устройства и дешевизны, скажем так, она не очень приятная на ощупь. Далее, здесь у нас настройки, соответственно, эффектов, блок эффектов. Да? Здесь у нас есть включатель режима апартамента и время апартамента. Когда мы переключаем любой из патчей в режим моно, да, то мы можем включить, соответственно, апартамента. То есть, давайте выберем какой-то пресет. То есть сейчас у нас работает полифония. Если мы включим режим моно, то у нас клавиатура начинает работать как на аналоговом синтезаторе. И в этот момент мы можем включить апартаменту. И, соответственно, настроить его время. Нажать кнопочку Time, и у нас появится на дисплее надпись Portamento, Time, сейчас это стоит 33, и мы вот этими двумя клавишами, которые здесь управляют вообще всем, мы можем поставить его больше или меньше. Можем слушать сразу на ходу результат. Все, то есть отжав эту кнопку, мы попадаем в режим, где есть название пресета, это значит, мы вышли из настройки. В этом все и удобство. Нажав клавишу Time, мы сразу же попадаем в нужное меню. Там, где в Yamaha пришлось бы нам зайти в меню, потом выбрать подменю и так далее, и так далее. Это не очень удобно. Вот здесь нажимаешь кнопку, сразу попадаешь в горячее меню этой конкретной настройки. То есть сейчас я вот настроил апартамента буквально там за 5 секунд. И, соответственно, его можно в любой момент выключить. Аналогично у нас есть Band Range, то есть диапазон питч-бенда, насколько он будет влиять на генератор. Соответственно, у нас есть включатель вибрато. Включатель расположен слева, но сама настройка вибрато находится в блоке вибрато. Этот блок мы с вами уже рассматривали. Он нужен как раз таки для выбора пресетов. Продолжаем продолжать. В центре расположен, как я уже говорил, экранчик. Здесь же подсказка с номерами waveform, то есть те цифры, которые мы будем вводить, да, то есть здесь графическое отображение, что у нас есть. Там треугольник, прямоугольник, пульс. Кое-какие мне, кстати, не особо понятно, например, что вот это такое четверка, мне не особо понятно. Ну, последние три, это, я так понимаю, гармонические, либо ринг-модулированные какие-то частоты, то есть, которые нужны для получения всяких металлических призвуков. Теперь по вот этим двум кнопочкам. Повторяюсь, да, левая для ввода, соответственно, цифровых значений, правая для перемещения по меню. Показываю на примере, например, давайте вибрато. Нажимаем кнопку вибрато, и мы попадаем сразу же в меню вибрато и все его настройки, соответственно. Здесь мигает снизу курсор. Этим курсором мы как бы управляем. То есть я сейчас переключился на дилей настройку, теперь на rate, на depth. Да, то есть дилей. И чтобы мне поменять дилей, то есть мне нужно нажимать либо вверх, либо вниз. Единичными нажатиями, либо зажать. И тогда он с определенной частотой вот это вот делает перемещение. Но, как вы видите, то есть с 99 до 0 каким-то быстрым способом обнулить значение способа нет.
То есть и это самая большая проблема этого прибора. То есть это очень неудобно. То есть в Yamaha там был слайдер такой, и вы настройку выбрали и могли слайдером моментально в ноль его сбросить. Либо если бы был какой-то энкодер, тоже можно было бы максимально быстро обнулить какое-то значение. А обнулять их придется, я сейчас дальше это покажу. Так, следующий блок. Это как раз таки блок условно-структурная схема всего синтезатора, то, что мы видели в книжке. Здесь есть две линии, собственно, группа 1 и группа 2. Каждая из этих групп состоит из двух голосов, то есть всего 4 как бы. Насколько я знаю, полифония 8 голосов, но 4 это, наверное, осциллятора имеется в виду. То есть каждая группа состоит из двух осцилляторов. Вот, DCO, соответственно, осциллятор контролируем цифровым способом, да, потом DCV это фильтр, DCA это, соответственно, усилитель. На все это вместе работает вибрато и октавы. Октава это как бы общее транспонирование, да, то есть мы можем поднять вверх на одну октаву, либо опустить вниз на одну октаву, видно на экранчике. Опять же, очень быстрый доступ. Нажали, мы сразу уже там находимся. Вибрато нажали, мы попали в настройки вибрато, 4 настройки. Настроили, все работает, и потом отдельно кнопочкой включается, либо выключается. Два полностью идентичных блока, и на каждый блок мы видим 6 клавиш. Почему 6? То есть первая кнопка это выбор, соответственно, осциллятора, waveформы вернее, да. Она состоит, как мы видим, из двух голосов, first и second. И здесь циферки есть. Вот эти циферки это как раз таки вот эти графические отображения, то есть каждая из них соответствует той форме волны, которая здесь нарисована. То есть мы выбираем первым голосом, здесь выбран третий, вот этот пульс, да, и вторым голосом 8-й, такая гармоническая полусинус вроде как, да. Вот, и к этому осциллятору есть еще огибающая, соответственно, мы нажимаем ENV и мы попадаем в режим настройки огибающей к этому осциллятору. Соответственно, по аналогии сделаны следующие два блока, то есть блок фильтра и блок усилителя, то есть блок фильтра. В блоке фильтра мы настраиваем, насколько фильтр следит за клавиатурой, и, соответственно, огибающая фильтра. В блоке усилителя мы видим те же самые настройки, то есть насколько, получается, усилитель будет следовать за клавиатурой и, соответственно, огибающая на усилитель. Графическое изображение огибающей мы можем видеть тут же на синтезаторе, подсказка, какая часть за что отвечает на огибающий. Дело в том, что в Casio огибающая может состоять из 8 кусков, но она состоит не строго из 8 кусков, а из стальки, сколько мы укажем. Здесь при редактировании можно будет указать, что там, например, 4-й шаг это конец, а перед ним это блок систейна. То есть это дает еще некоторые возможности по настройке. Дальше. Две эти группы, вот это и вот это, они идентичны. Соответственно, и их результат суммируется в блоке Detune. Нажимая Detune, мы видим некоторые настройки, которые касаются этого блока. Я их еще далеко не полностью понял, но это именно влияние друг на друга блоков, вот как раз таки как сделано в FM синтезе, да. И вариант пересечения блоков, влияния друг на друга мы можем видеть как раз таки дальше на переключателе Line Select. То есть есть режим 1, есть режим 2, есть режим 1 плюс 2 и есть режим 1 плюс 1. Вот. И в зависимости от этого режима блоки компонуются тем или иным образом. Также в включенных последних двух режимах есть возможность подключать ринг-модулятор и шум. Шум и ринг-модулятор никак не настраиваются, они просто включаются, и их особо изменить нельзя. У ринга, по-моему, только можно частоту поменять. Вернее, он возьмет частоту от осциллятора. Собственно, все, и кнопка питания. Также есть у нас две кнопки Master Tune, которые общий строй инструмента меняют, ну и некоторые подсказки по вибрато. Собственно, все, это минимальный набор настроек. Здесь есть еще клавиши, которые красные, это клавиши, которые нам нужны для соответственно, копирования либо сохранения настроек. Итак, давайте приступим к созданию или внесению какого-нибудь паттерна. Вот эта книга, которая здесь есть в комплекте, это очень-очень-очень хорошая книга для тех, кто никогда не сталкивался с, соответственно, созданием патчей. И здесь очень грамотно все написано, прям пошагово по инструкции. То есть сейчас вот просто прочитав вот эти главы, да, я могу что-то уже создавать. И именно на это книга и была направлена. Итак, часть 1. Создаем любые звуки называется.
здесь у нас написано то, что мы с вами обсуждали ранее. Как переключать пресеты, как их сохранять и так далее. И какие-то простые изменения регулировки. Здесь есть и очень интересная информация, я ее не проверял, но думаю, это будет работать. Дело в том, что, как я уже говорил, встроенные патчи, если нет батареек, они сбрасываются. И сейчас вот встроенные патчи, в них там шум, пустота и так далее. То есть они сбросились при отключении питания. Так вот, в нижней части этого прибора есть отверстие, и там есть кнопочка P. Скорее всего, это reset, и здесь вот написано, что если нажать эту кнопку P на нижней панели, то синтезатор в эти встроенные голоса, соответственно, запишет стандартные звуки, 16 мелодий. И причем эти 16 звуков, судя по вот этой картинке, они отличаются от тех, которые мы с вами прослушивали заводских, то есть получается в роме хранится 32 звука. Я предлагаю сразу же проверить эту информацию, потому что это очень интересный момент. Также, что я здесь вычитал в этой книжке замечательной, правда не в этой главе, в следующей главе, что полифония этого синтезатора меняется в зависимости от выбранного режима работы вот этого. То есть когда у нас режим 1 или 2, полифония 8 голосов. А когда у нас режимы смешанные, соответственно 1 плюс 2 или 1 плюс 1, то полифония всего лишь 4 голоса. Это ввиду особенностей модуляции, видимо. Так, давайте проверим историю с, соответственно, ресетом. Проверяем, что сейчас во внутренних блоках записан шум, то есть ничего такого. И давайте с вами нажмем клавишу P. Для этого нам понадобится какой-нибудь стержень. У меня есть вот такие стержни, которыми чистится сопла у меня оловоотсоса. Так, давайте посмотрим. Вот это отверстие, буковка P, и там я когда разбирал, обратил внимание, там подпружиненный контакт, который, соответственно, можно, там даже не кнопка, а просто контакт. Давайте нажмем на него. А теперь давайте послушаем, что у нас находится внутри встроенных пресетов. Для этого переключаемся в пресеты и давайте послушаем пресет номер 1. И действительно у нас появились новые звуки. Поэтому давайте послушаем, что у нас там появилось. Судя по этой книжке, в книжке у нас даже есть название этих пресетов. Итак, первый звук называется Fantastic Piano. Что удивительно, звуки, которые сейчас восстановила в internal память, интереснее, чем заводские пресеты, хотя это по факту тоже заводские. По аналогии бегло послушаем эти звуки. Сразу извиняюсь за звук вж. Это включилась военная радиолокационная станция, и поэтому появился этот периодичный звук.
Итак, мы с вами прослушали дополнительные 16 патчей, которые оказались припрятаны внутри синтезатора Casio и которые инициализируются в блок внутренних патчей, если нажать кнопочку Reset. Соответственно, после того, как я достану шнур питания, эти пресеты все сбросятся. Но при желании их можно скопировать на картридж, например, если у вас есть доступный картридж. Так, продолжим читать эту любопытную книгу. Глава 2 называется, собственно, синтез звука на CZ серии. Здесь мы уже видели диаграмму, то есть по особенностям синтеза именно Casio, то есть здесь объяснено, как устроен синтезатор, как здесь взаимосвязаны блоки, и именно здесь я вычитал про полифонию, вот в пункте номер 2, про то, как работает полифония. Так, что здесь еще? Здесь описана классическая процедура построения звука, то есть выбрать оператор, вбить значение, выбрать следующий, сохранить. Здесь ничего такого особого нет. Это мы сейчас с вами все сделаем. Но это все здесь написано, и прочитав внимательно эту книжку, эту главу, вернее, можно понять, как вбивать звуки. Часть номер 3 называется по факту приемы и эффективные техники для построения синтеза. В этой главе меня заинтересовала вот эта картинка, и здесь я наконец-то нашел такие описания вот этих графических элементов, более точные. Помимо классических здесь, получается, пилы, прямоугольника и пульса, здесь есть двойной синус. Написано, что это очень резкий, яркий звук. Здесь есть saw pulse, то есть это половинка синуса, она бывает в разную сторону. Здесь она по часовой стрелке получается. Написано, что эти звуки хорошо применять для синтезирования, соответственно, всяких медных и металлических звуков. И вот последние три, которые меня интересовали, это резонансы здесь названы. Резонанс 1, резонанс 2, резонанс 3. И что здесь написано? Что это funky tone color, такой фанковый звук с характеристиками, которые зависят от огибающей больше. Не знаю, что имеется в виду. Видимо, эти звуки хорошо применять, они насыщены гармониками, хорошо применять, где много огибающих, судя по всему. Что такое pitch, что такое glide, как применять огибающую для формирования звуков гитарных и звуков искаженных, то есть когда мы осциллятор питчем, получается, модулируем, то есть здесь рассказывается по факту про частотную модуляцию и всякие варианты получения резких звуков, то есть когда нам нужно, например, вначале получить какой-то пик, резкий звук с атакой, да, а потом продолжить, то есть это все делается по факту огибающий. Дальше здесь написано, как использовать генератор огибающий для фильтра, про все его моменты. Также расписано про огибающую на усилитель, соответственно. И здесь написано, как использовать огибающую для получения пианоподобных звуков. Также здесь написано, как получить огибающую
огибающую, которая создаст звук, подобный как на звуках, где используется воздух, да, то есть в начале, то есть здесь тоже даны настройки эти. Активные дороги для создания, для использования, получается, функции детюна. Вот это та функция, которая нас интересует, наверное, больше всего. То есть здесь описаны тоже по факту патчи. И вот последние из них это металлические звуки. Здесь wood это деревянные звуки и описание остальных. То есть это продуцирует fat sound, более плотный звук, жирный звук, видимо. То есть эти настройки тоже можно попробовать бить, причем на любом пресете. И об этом будет сказано дальше. Так, appendix, это как бы постскриптум. Синтезатор описано вообще про природу звука, про природу питча, про его классические элементы и так далее. Да, здесь про огибающий рассказано. То есть по факту человек, который никогда не сталкивался с звукосинтезированием, после прочтения этих 4 глав, дальше она идет на итальянском языке, может понять, как строится звук как в аналоговых, так и в цифровых приборах. Я вам расскажу, соответственно, 2 пути создания патчей на вообще любом синтезаторе цифровом, хоть это DX, хоть это Casio, хоть это Roland и так далее. То есть первый способ, самый, скажем так, жесткий, это создавать все с нуля. То есть мы инициализируем патч пустотой, вбиваем все настройки нулевыми значениями. Я, кстати, пока что не нашел, как бы обнулить этот патч. То есть вот сейчас патч, в нем есть звук, а я хочу, чтобы он был максимально инициализирован пустой. Здесь есть кнопка инициализации, я сейчас поищу в мануале, что она значит. Я бы, конечно, был очень рад, если бы нашел эту функцию. Так вот, первый путь — это создавать целиком с нуля. То есть мы берем полностью чистую заготовку и начинаем крутить. Это сложный путь, потому что нужно понимать примерно представление, как блоки влияют друг на друга и как получается тот или иной звук. Но это можно понять благодаря вот этой вот книжечке, которую мы только что видели. Но это сложно. Второй путь — это мы берем какой-то из пресетов, который нам подходит. То есть нам, допустим, вот эти струны нравятся, но мы хотим сделать на основе этих струнных другой звук. И мы на основе этого звука начинаем его изменять. Второй способ, конечно же, проще и быстрее. То есть и в любой момент, вот благодаря, скажем так, быстрому доступу к функциям, мы можем менять любой из этих пресетов. То есть нажимаем кнопку 2. Слишком, например, высоко. Нажимаем кнопку октава и понижаем частоту вниз. Все, уже работает. Также мы можем сразу же переключить режим смешения и получить какие-то вариации, подключить шум или ринг-модулятор по желанию. И мы уже получаем новый звук. То есть второй способ быстрее. Также есть кнопка Compare Recall. Это как раз таки, когда мы начинаем изменять какой-то из пресетов, она нам показывает, как звук звучал до, то есть когда мы отожмем клавишу. Вот так он с завода был. И как он стал звучать после наших манипуляций. Если нам нравится то, что мы сделали, то нам, соответственно, нужно записать этот пресет в какой-то блок. Записать его можно в память внутреннюю, либо на картридж. То есть для этого нужно нажать кнопку Write. Нам сразу же подсказывает на экранчике прибор, что выберите память. То есть что он предлагает? Соответственно, записать нам в заводские пресеты нам нельзя. Кто-то задавал мне вопрос, можно ли записать в заводской пресет. Нельзя. Выбираем память либо внутреннюю, либо картридж. То есть получается у нас есть 32 ячейки памяти. Выбираем внутреннюю память и потом, соответственно, выбираем банк А либо банк Б кнопочкой Select. Ну, например, давайте в банк Б запишем. В номер 1 я хочу записать и жмем единичку. Клавиши Write я держу. Все, синтезатор пишет, что Write ок. То есть сейчас я записал тот звук, который сгенерировал на основе заводского в внутреннюю память, в банк Б, в номер, получается, 9. Все, теперь мой звук сохранен здесь до следующей перезагрузки. Если бы я это сохранил в картридже есть батарейка, соответственно, там бы этот звук сохранился на более долгое время.
Следующая крайне полезная книга к любому вообще прибору – это мануал. Особенно к таким сложным приборам, как, например, цифровой синтезатор. Очень любопытная книжечка. Я вот пролистал, нашел ответы на многие вопросы. Картридж мы вставляем только на выключенном устройстве. Это ответ. Дальше. Кнопка «Инициализировать» действительно стирает, сбрасывает, и это очень меня радует. Настройки в, соответственно, ну, как заводские, скажем так. Как раз таки вот это нужно для того, чтобы построить свой звук с нуля. Здесь написано, что нужно нажать «Инициализировать», держать и потом нажать тот блок, который хочется сбросить. Давайте проверим это дело. Переключаемся на тот пресет, который я создал. Давайте посмотрим. Здесь сейчас у меня первый голос это треугольник, второй, соответственно, 0 стоит. Интересно, что 0 это выключен, в смысле? Так можно? Да, так можно. Так, давайте попробуем его сбросить. Как это работает? А ну-ка, Initialize и жму. Ничего не происходит. А вот так, Initialize и жму. Тоже ничего не происходит. А наоборот. Так, а вот тут уже интересно. Так, давайте посмотрим. 99, 19. Ага, все. Получается, он сбрасывает до некоторых значений, которые у него вот по заводу считаются нужными. То есть, например, вот сейчас захожу, тут 99, 99. Давайте сейчас я вот как бы выставлю, например, 58, да. И когда я жму Initialize и кнопку сюда, то он сбрасывает, соответственно, заводские значения. Это очень удобно. Мне этого очень сильно не хватало. Я даже не подумал, что кнопка «Инициализировать» так может. То есть мне, чтобы сбросить первый ряд, просто нужно прощелкать вот так вот быстро, нажимая на клавишу. Интересно, это относится к октаве? Ну, сейчас вот так, +1. Это относится абсолютно ко всем кнопкам. То есть даже, нет, не ко всем, а те, которые в синем квадратике. Вот. Получается, это касается только вот этого блока. Это очень хорошо. Мы сейчас попозже, возможно, попробуем полностью с нуля что-то вбить. Что еще интересного в этой книжке? Ну, здесь, во-первых, написано про батарейки, про кнопку P, которая сбрасывает. Здесь есть включатель, кстати, сбоку, извините за тавтологию, включатель, который включит автовыключение. То есть для того, чтобы экономить батарейки, то есть прибор будет после отсутствия действий с ним через некоторое время выключаться. Также здесь есть описание всех кнопок и дальше идет описание функционала. Здесь про картридж, про кнопки, про огибающие. Здесь очень интересный момент, вот здесь, на вот этой страничке, здесь написано про, соответственно, движок этого синтезатора. И вот я внимательно сейчас вот читая, внимательно прочитав, как формируется здесь звук, немножко не понимаю, все-таки это одно и то же, что FM или нет. Дело в том, что здесь написано, что здесь, понятно же, применен уникальный метод, которого нет ни у кого у других, скажем так, хотя по звуку вот все-таки к FM-синтезу прям рядышком стоит. Получается, Phase distortion, то есть искажение формы волны, происходит отклонением на определенный угол в зависимости от времени. И даже вот примеры нарисованы. То есть как из синуса получается, например, соответственно, треугольник. То есть у нас синус изменяется. Вот это очень любопытно, это очень похоже на динамическое изменение формы волны, да, получается. И насколько я помню, в FM-синтезе там немножко не так. Там модулируется одна волна другой волной, и получаются некоторые вот такие скважинные звуки. Может быть, я не прав, может, там результат получается такой же. Но пока что, судя по тому, что я читал, то есть у меня возникает предположение, что этот все-таки движок немножко отличается от того, который применен в DX. Не знаю, насколько это так, потому что для этого нужно понимать физику процесса прям детально, как это происходит в FM-синтезе. Но в FM-синтезе, насколько я знаю, там все происходит кратно, именно сочетанием частот.
насколько я помню. То есть FM как бы и переводится частотно модулируемый frequency. И дальше здесь, соответственно, описаны все функции про то, как сохранять, про то, как подключать к другим приборам. Написано про то, что есть тумблер, который включает изменения, получается, параметров по MIDI. Есть вот такая замечательная картинка, которая показывает, как K-Follow работает на клавиатуре, насколько выше по октаве кратно меняется, соответственно, тот или иной звук при тех или иных настройках. То есть это графическое изображение происходящего. В общем, мануал крайне, скажем так, понятный, достойный, и даже вот не особо зная хорошо английский, это первое, что нужно читать при работе с этим прибором. Ну, а теперь, собственно, цель нашей беседы. То есть все, что было раньше, это было предисловие, а результатом должен стать пресет, который мы вобьем и послушаем. Сейчас, уже понимая про все элементы управления, мы откроем какую-нибудь страничку и вобьем пресет в Casio. Так, в принципе, я так полистал, часть пресетов здесь есть в internal памяти, поэтому мы их пропустим. Давайте... Вот, например, Fat Bass, то есть басы, это всегда хорошо. Итак, что нам нужно? Во-первых, книжка, да? Книжку я сейчас буду показывать, пока я ее положил перед собой. Давайте по порядку. То есть нам сейчас нужно в какой-нибудь пресет вбить вот этот пресет из книжки. Переключаемся на internal память. Давайте в банк, например, 8. Здесь сейчас вот такой звук. Мы его сейчас сбросим. Как сбрасывать, мы уже научились. То есть сейчас мы переключились на интересующий нас пресет, туда, куда мы будем записывать. Это может быть любой абсолютно пресет. Даже заводской, да, мы все равно его в конце будем сохранять в какое-то место. Но я сейчас сразу переключаюсь на 8. И сбрасываем все, соответственно, настройки. То есть жмем Initialize и жмем подряд все клавиши. После этого у нас, соответственно, все вот эти настройки сбросились. То есть они в заводском режиме. Можно послушать, что получилось. Вот такой звук у нас с завода. Нам сейчас понадобится, в общем-то, вот эта правая часть. С ней мы будем работать и, соответственно, с вот этой книжкой. Поэтому я приближаю вам правую часть. Итак, как же читать вот эту графическую инструкцию? Читается она, в принципе, достаточно просто и по порядку. То есть здесь описаны названия всех блоков, которые нужно настроить, и их настройки. Соответственно, Line Select – это тумблер Line Select. Вот он. То есть здесь на Fatbase он должен быть в положении 1+2. В принципе, он у нас в этом положении стоит. Дальше Ring. Ring должен быть включен. Noise выключен. Окей. Дальше блок Detune. Detune расположен вот здесь. Нажимаем на клавишу Detune, и на экране у нас отображается его состояние текущее. Нам же нужно вбить вот такие значения. То есть сейчас курсор стоит на, получается, вот значение окт, наверное, октава, да? Но вбивать нам нужно с первого, то есть плюсика. Плюсик — это тоже значение. То есть перемещаемся, вот сейчас там он моргает, и смотрим. Это значение должно быть в плюсе. Если бы нужно было в минусе, мы бы нажали вниз. Да? То есть, соответственно, это все можно слушать. Не всегда эти настройки слышны сразу, потому что все решается именно сочетанием частот. Так, далее смотрим. Октава в нуле стоит, да? Note 0, то есть перемещаемся 0. И, соответственно, Fine 12. Ну, как бы все так и стоит. То есть этот блок настроен. Жмем клавишу Detune еще раз, и мы выходим из режима его настройки. Перейдем к блоку вибрато. Соответственно, блок вибрато. Чтобы его настроить, нажимаем кнопку вибрато, на экране появляется форма волны. Форма волны, на которой работает вибрато, вот нарисована подсказка циферная вот здесь. То есть треугольник, пила, обратная пила и прямоугольник. То есть в данном пресете у нас состоит форма волны первая, то есть треугольник.
Перемещаем курсор на следующее значение. Это задержка 54. Это я уже выставил. Дальше rate 49. Давайте выставлять. 49. Про каждую настройку, соответственно, в мануале написано. Depth, глубина. Глубина 12. Давайте послушаем, как это влияет. Слышно, вот вступает через 54 чего-то, да, это какая-то длина, видимо. Так, работает. Соответственно, выходим. То есть все, мы вбили вот эти. Октава. Нажимаем октаву. Указан диапазон 1. У нас стоит, соответственно, 0. То есть мы ставим +1. Все, выходим. Мы вбили вот эти настройки. Далее. У нас блок 1, блок 2. Эти два блока, которые здесь изображены, соответствуют вот этим блокам осцилляторов, соответственно. Здесь используются два осциллятора. На некоторых патчах, например, вот Electric Bass, да, мы можем видеть, второй вообще не используется. Давайте приступим, собственно, к вбиванию этого пресета. Это немножко такое нудное занятие, но все же. Тот же самый принцип. То есть мы сейчас будем настраивать блок DCO 1. Нажимаем кнопку DCO, на экранчике отображаются настройки. Смотрим в книжку, видим, то есть форма волны первого голоса 1, форма волны второго голоса 5. Что это значит? Что первый голос у нас треугольник, а второй вот этот полусинус, скажем так. Нас, соответственно, нужно поменять второй голос. Second, установить в пятерочку. Все это можно слышать. То есть вот я меняю, и меняется звук. Иногда не так очевидно, но меняется. Так, все, DCO мы настроили. Следующее, что нужно сделать, настроить на него огибающую. Здесь она состоит из 4 шагов. Если шагов больше, то, соответственно, следующие пункты будут тоже заполнены. Давайте настраивать. То есть для этого мы нажимаем клавишу Env Pitch и попадаем в меню, соответствующее этим настройкам. То здесь нужно знать. То есть тут у нас 4 шага. Мы сейчас находимся на первом шаге. Перемещаемся между шагами мы вот здесь. Env Step. То есть сейчас первый шаг, можно дальше второй, третий, четвертый, пятый, до 8. Сколько нам нужно. То есть когда мы сбросили по заводу, у нас доступны все 8 шагов. Но их на самом деле может быть меньше. Смотрим в книжку. В книжке есть 3 значения. Rate, Level и вот SysN здесь написано. Это какой режим этого блока огибающий. То есть когда никакого значения нет, это часть просто огибающая какая-то, да, вот видно. А когда мы ставим sys, эта часть огибающей становится system. Когда end, это значит, что это будет, соответственно, последний блок. Зная это, давайте вбивать нужные нам параметры. То есть шаг 1, вот мы видим. Rate 66. 66. Есть. Level 58. Нажимаем и ждем, очень долго ждем, пока он дойдет до 58. Неудобно, конечно. У нас здесь сейчас светится, что это Sustain, но это не так. Поэтому отжимаем кнопку Sustain. Включить, выключить на этот шаг Sustain, это вот ниже клавиши 2 Sustain и End. То есть мы могли бы сделать из одного шага по факту эту огибающую, если нажмем сейчас End. И тогда у нас нет уровня. Все, то есть и шаги нельзя переключать, и уровня больше нет. Я отжимаю клавишу, и у нас получаются следующие шаги. Все, первый шаг мы настроили. Второй шаг. Жмем Env Step вверх, и получаемся на шаге мы 2 находимся. Смотрим. Rate 72. Level 0. Все нормально. Следующий шаг 3. Rate 43. Level 0.5. Все это, естественно, можно слушать. Пока ничего не слышно особо. Так, и шаг 4, который у нас End, поэтому я жму сразу End. Rate у нас тут 65. Вот, видно, да? 65.
Стоп, случайно нажал не то. Вот, RAID 65. Все, на этом моменте можно считать настройку огибающей для осциллятора законченной. Можно послушать, как она звучит, да? Пока звук особо у нас не отличается. Так, поехали. Следующая настройка — это настройка фильтра DCV, то есть соответствующий блок DCV1. Жмем Kfollow. Здесь у нас должно быть Kfollow Range 9, то есть, соответственно, максимально следовать клавиатуре. Все, настроили. Дальше, огибающая. По аналогии с огибающей осциллятора точно так же вбиваем, то есть элементы управления те же самые. То есть первый шаг у нас 82. Уровень 88, соответственно. Переключаемся и нажимаем. 88. Очень это долго. И смотрите, светится значок Sustain, а здесь он нам не нужен. То есть отжимаем. Sustain, все. Переключаемся на второй шаг. Должен быть 42. 42. Уровень 63. 63. И, соответственно, последний шаг. Шаг номер 3. 0,0. RAID 0 и ставлю кнопочкой End, чтобы он понимал, что нужно закончить на третьем шаге. В этом моменте настройка огибающий фильтр можно считать законченной. Отжимаем. Послушаем. Появился металлический призвук при старте. Так, и настраиваем, соответственно, усилитель. Блок DCA. Kfollow максимальный. 9. Так, и настроили. Переключаемся на огибающую усилителя. То есть включили, у нас появился опять же точно так же по шагам. То есть у нас есть 3 шага. 99, 99, в принципе все так и есть. Единственное, здесь нет систейна. Отжимаю систейн. Переключаюсь на следующий шаг. 2. 28. 28, 0. Есть следующий шаг 56. И это последний шаг, жму End. Все, настройку первого блока можно считать законченной. Давайте послушаем. Слышим, как изменился звук. Давайте настроим теперь второй осциллятор. Я не буду теперь подробно так вдаваться, вам показывать, просто вобью все значения. Поехали. DCL2, форма 2. Есть, настроили. Огибающая 0,0, то есть ставлю End и ставлю 0. Есть. Дальше фильтр Kfollow здесь стоит на 7. Именно разницей следования клавиатуры можно получать комбинации всякого звука. Так, огибающая состоит из 3 шагов. 92. Так, Sustain нажимаем. 92 level 80 у нас получается. Level 80. Так, шаг номер 2 42. И level 62. 62. Все, шаг номер 3, это сразу же ставлю End, 0,0, соответственно. Слушаем. Стал глухой звук. Так, все настроили, и усилитель 90, так, Kfollow 0, и огибающий 90, 99, 90, 99, Sustain нажимаем. Второй шаг, это 33, 33 и уровень 0. Все, и третий шаг, соответственно, 86, здесь написано, 86, и End. Все, в этот момент мы вбили, соответственно, вот этот весь пресет по всем его графическим изображением. Книгу я откладываю. И теперь самый важный момент. Нам нужно сохранить этот пресет. То есть у нас светится Compare Recal. Почему так? Потому что когда мы переключились на 8-й пресет встроенной памяти и даже сбросили его, то есть это уже были изменения этого пресета, и поэтому светится Compare Recal. Что это значит? То есть вот этот звук, который сейчас получился, это нами полученный звук. Если я нажму кнопку Compare Recal, то я вернусь к звуку, который был в этом пресете. Нажав снова эту клавишу, я послушаю все изменения, которые я сделал. И если эти изменения мне нравятся, я могу их записать. Нажимаю кнопку Write, выбираю Internal, например, и туда же 8.
Все, в этот момент у нас, как вы видите, потухла кнопка Compare Recal, то есть мы записали наш пресет в тот же самый Bang. Давайте послушаем, как он звучит. Как мы видим, на высоких клавишах у нас очень короткий звук. Это как раз таки потому, что у нас максимальный K-Follow. Давайте включим те же самые ноты, которые мы включали на заводских пресетах, и послушаем, как он звучит. То есть, получив один звук, вбив и переключая какие-то даже базовые его настройки, например, сочетание линий, ринг-модулятора и noise, мы можем получить уже какие-то другие вариации. По факту звук умножается, скажем так, на количество комбинаций. Все, наконец-то мы вбили пресет, детально разобрали, как это делать, за что отвечают все элементы управления и как это звучит. Давайте еще немножко послушаем звуки этого прибора с Tape Delay Echo, с Tape Delay ESCO 100, чтобы грамотно завершить данный туториал.